Доброго времени суток. Если вы впервые на канале, то добро пожаловать. Здесь показывается, как создается IT-продукт. На самом деле вы посмотрите и создадите свой. Станете богатыми и независимыми. Добро пожаловать на канал. Кто уже с нами давно, добро пожаловать вдвойне. Так, у меня сегодня благая весть. Возрадуйтесь. Я лично точно возрадовался, потому что, по-моему, предыдущее видео вы видели о том, что Paperclip месяцами не принимает пиары. То есть там прямо много жалоб на то, что это вот так вот все происходит. По-моему, я настолько задрал всех там, что учредитель увидел меня, увидел мой пиар, поручил меня кому-то. Давайте посмотрим, как это было. Так, получается, вот это наш пиар, где наш Paperclip, где наши pull-реквесты, где авторство от меня. Я был культурным, но очень настойчивым, поэтому меня можно было и на 3 буквы послать за мою настойчивость, а можно было и удовлетворить пиар. Вот. То есть что было? Правильно описал. Если честно, многие там люди просто пишут, как шутят, open claw. То есть люди просто дали задание искусственному интеллекту, он что-то как-то сделал, что-то как-то куда-то загрузил, что-то какую-то документацию написал. И это люди и ревьюеры видят. Вот. Я был аккуратен, то есть я старался писать документацию исключительно руками, не используя искусственный интеллект, экономя время ревьюеров. И я думаю, что это было оценено, в том числе там сообщение о пиаре написал так, что вот изучил такие-то issues, их там 4, такие пиары изучил, там плюсы-минусы, взвесил для себя, вот краткая выжимка того, что там, и я предлагаю вот это, польза для проекта, там увеличение количества пользователей, это логично. А где-то 2-3 дня меня не видели, хотя учредители туда заходили периодически, читали сообщения, на мое не отвечали. Потом я уже все-таки смог создать ситуацию, в которой мое сообщение там просмотрели и лайкнули. То есть Дота лайкнул мое сообщение, точнее, глазки такие, что, посмотрел, вот, и буквально там через пару часов мой пиар вот так вот взяли в работу, то есть его взяли к себе на тест какой-то человек. Я так понимаю, что день гонял, тестировал, смотрел, что там, как я сделал, наверное, почитал там мой пиар, и потом со мной уже связался какой-то совсем другой человек, как я понимаю. Это же был другой человек, который со мной связался или нет? Так, я видел какое-то более прикольное, приятное сообщение о том, что что-то положительное здесь. А я сейчас его не вижу. А где это сообщение? Это было референс 2 часа назад. А вот я читал это сообщение. А как его почитать, это сообщение? Я не понимаю. А здесь было такое
красивое большое сообщение, развернутое. В котором говорилось о том, что да, возможно, так. Давайте пощелкаем по ним. Глянем, что там. Так, это мне, наверное... Наверное, надо изучить, как правильно писать 4815. У нас его не было или было? Вот это мой, да. 5386. Здесь тоже его нету. Ага. Где сообщение? Вот это я двоечник. Я не могу прочесть сообщение, которое мне написали. Ладно, мы сделаем по-другому. Я сейчас открою это сообщение через Gmail. Мне на Gmail пришло сообщение, я по нему кликнул, и я увидел сообщение. Поэтому я надеюсь, что сейчас смогу. Ладно, тогда сейчас прерву видео, чтобы залезть в email. Так, продолжаем. Вот такое вот сообщение мне пришло. Как оно переводится? Давайте переведем. Спасибо за этот вклад. После проверки по нашей системе оценки приоритетов этот запрос на слияние имеет благие намерения, и мы хотели бы его объединить, но сначала необходимо внести некоторые изменения, что требуется хорошая базовая работа по интернационализации в рамках CI. Пожалуйста, заполните шаблон запроса на слияние, обоснование, план тестирования и используйте стандартный формат заголовка коммита. Пожалуйста, устраните вышеуказанные проблемы, и мы объединим изменения. Мы ценим ваш вклад. Вот это я получил 2 часа назад. Ну вот, я не знаю, мне интересно найти, где оно здесь в GitHub. Поэтому я, наверное, все-таки посмотрю. Так, значит, у нас проект был такой или нет? Локализация. Так, какие проекты у нас есть? Я, наверное, только его скачал, поэтому это у меня только вернулся компьютер с ремонта, так что я думаю, тут его еще нету. Так, а где тут добавить новый проект? Новая сессия, больше. А где новый проект? Plan Mode, Local, это папка. Ну, здесь, я помню, еще выбирались какие-то там проекты. Ага, проекты это в CoreWork. Здесь это сразу уже... Окей, новая сессия. Значит, папка... вот здесь у меня, да? Папки, и можно считать, что это и есть проекты. Ой, нет, я еще не скачал. Это еще мы по мобильной разработке. Давайте качнем сюда этот проект. Так, он у нас называется Paperclip. Paperclip — это просто
наш форк был, наверное, это адаптер, а вот это наш Enterprise, там, где уже я запретил соавторство искусственному интеллекту. Да, я думаю, вот это наша финальная. Да, я думаю, в этом окне открыть. Ну, многие говорят, по HR, значит, ты работаешь в Python. Ну, если вы смотрите меня, то в Python я не работаю конкретно сейчас. Просто привык через этот интерфейс следить за ишкой, что он делает. Вот, поэтому там хоть и пытается автоматически установить какой-то интерпретатор, но нам это не нужно. А что я хочу у него спросить? Вначале папку ему дать эту, чтобы он знал, с чем работать. Кстати, новое изменение, если вы не заметили, то я это прямо прокомментирую. Я сейчас начал практиковать после вот последнего видео с мобильной разработкой работать через десктоп клауда. Почему? Он создает ветку. Вот смотрите, вот сейчас мы смотрим, что у нас есть, и у нас есть мастер, да? Вот есть в интернете, в Origin залиты мои ветки, а здесь у нас только мастер. Вот. Сейчас мы скопируем в него проект, и я его попрошу: найди этот коммент здесь. Найди этот коммент, ну и, наверное, в скобках дадим коммент, который там был. Вот этот вот. И еще там вот такая view on GitHub, copy link copied, вставить. И скажем, где конкретно это искать. Это у нас было... Ну, я надеюсь, что здесь. Пусть он план mode, автоматический режим, разрешить авторежим и погнали. Enter Trust Workplace. Спрашивать разрешение. Автомод. Всегда разрешать. Так, давайте посмотрим, как он ищет. Где он ищет? Я не вижу, чтобы он браузер. Он спрашивает методы поиска. Я ему всегда разрешу. Открой через браузер. Разрешить. Он вроде пытается здесь открыть. Вот, да, он пытается как раз. Пытаюсь переключиться. Не отображается в тексте страницы. Всегда разрешить. Действительно не отображается.
Давайте просто по этому же... Ну, это просто так интересно. Issue comment. Да, то есть вот тут вот есть ссылка на конкретный коммент. Его, получается, стерли. Ну, хотя бы в имейле сохранилось, что я хоть не сумасшедший. И во всяком случае я тогда знаю, что этого человека можно сюда добавить ревьюером. И вот что было референсом 2 часа назад. То есть получается, а как? Ну не может человек стереть свой комментарий. Это же гид. Здесь так не работает. Если он был, то он должен быть. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Было у меня в интерфейсе, а сейчас тоже его не вижу. Он мог стереть его без следа на гид. Данное GitHub, владелец комментария может удалить его полностью без следа, никакого deleted comment не остается, в отличие от коммитов API-описания. После удаления комментарий исчезает со страницы. GitHub API возвращает 404. В истории PR никакой отметки не остается, только уведомление по email в интерфейсе сохраняется от получателей. Так что да, этот человек мог удалить его без следа, но содержимое у тебя есть из уведомления. Окей. Во всяком случае, давайте мы его добавим в ревьюеры сюда. Раз он уже проявил активность, то... Давайте через бота, потому что у меня нету прав. Добавлять я не увидел там прав. Обычно у меня есть право вот здесь вот тыкнуть и добавить ревьюеров. Но, видимо, так как я не являюсь частью проекта, что для меня непривычно, то я не могу назначить какого-то ревьюера, но у нас есть вот такой вот бот. И попытаемся сейчас взломать систему обходными путями. Обратимся к боту, у которого есть такие права. Можно было бы и на русском к нему обратиться, но я думаю, что на английском пусть читают все. А вот интересно, да, если я просто так вот введу, найдет? Есть ли такое? Нет, это другое. Вообще такого даже и нету тут. Мираж, галлюцинация. Кто добавил коммент и 3 пиара в мой коммит 2 часа назад? Нет, то 2 дня назад и 3 дня назад, 2 часа назад, там вот этот под комментарием этого человека были вот эти вот пояснения. Сейчас комментарий ушел, а вот эти вот пояснения остались.
Так, я нашел еще второе сообщение, и здесь это уже он не удалял его. Вот второе сообщение от этого же автора. Давайте его почитаем. Идентичное оно или другое? Вроде бы другое. Спасибо за ваш вклад. После проверки на слияние соответствует направлению нашей... После проверки по нашей системе оценки приоритетов этот запрос на слияние соответствует направлению нашей дорожной карты, но приостановлен до достижения соответствующего этапа. Контекст. Реализация локализации приостановлена, поскольку она зависит от выполнения запроса на слияние 5682. 5682 это мой, да. Вот этот вот. И здесь уже вот он есть, комментарий этого человека. Но есть ли этот комментарий или тоже комментарий удален? То есть он есть, но удален. И ну, хотя бы тут видно, что это от него. Ссылка на 4815. Хорошо. Ну, во всяком случае, мы не сумасшедшие. И мы просто берем и копируем вот это вот второе сообщение от него. Ну, дочитаем. После выполнения этот запрос будет следующим в очереди. Мы не закрываем этот вопрос, он находится в поле нашего зрения, и мы вернемся к нему, когда будет достигнут соответствующий этап. Мы ценим вашу работу. Окей. Мы переводим это на английский язык и копируем еще вот эту штуку. Проверь это. Ну, хотя бы ему просто сбросим, что мы обсуждали. Он проверит, там тоже это не обнаружит. Но, во всяком случае, здесь хотя бы есть ссылка на этого человека, который нас... нас тегнул. И что мы делаем? Ну, пока он там смотрит. Ну, давайте глянем, что он там смотрит и найдет. Я думаю, он быстро сейчас найдет это все. Ну, то есть вот увидел этого чувака, но комментария самого нету, но хотя бы след, что он что-то тут комментировал, оставлял, хотя бы у нас уже есть привязка. И это вот мы используем сейчас с ботом. Так, значит, как зовут нашего бота? Нашего бота зовут Гриптил. Я пока на другой экран перемещу, чтобы сразу параллельно делать. Так, копировать. И нашего пиар сделал разбор собачка такой вот. И у меня в имейле есть письмо от него. Ну, давайте скопируем. Ну я уже... что есть ошибки, которые нужно исправить, но пиар заслуживает внимания, и когда исправлю ошибки, его планируют смердить. Добавь в ревьюверы этого пиара. Попытаемся как-нибудь так сделать. Так, что? Ну, во всяком случае, нашел, что написал. Пиар открылся, прокручу, кликну, присутствует. Вот что нашел. Не оставлял комментария.
Ну, он написал комментарии и там удалил. Ну, ничего. Сейчас попытаемся двинуться дальше. Изначально триггернем бота по вот этой задаче. Ой. Я, наверное, неправильно сделал. Надо вот так вот, без гиперссылки. А то он не найдет, наверное. Хотя он умный, такие комментарии пишет, так анализирует код, может быть, и... Так, он посмотрел. Хорошо. Он тоже не может его добавить. Он говорит, вы не указали, кого вы хотите указать как ревьюера. В общем, он написал, что у него по правилам не получается это сделать. Тогда просто выполняем то, что по правилам было. Давай двинемся по комментарию, который я тебе первый сбросил. Что там человек написал, что необходимо исправить, чтобы вот этот вот коммит смерджился? Давайте глянем. И видите, он создал папочку клауда и здесь создал веточку. Какой умничка, видите? Поэтому я как-то уже даже и люблю через него работать. То есть терминальный клауд-код, если я через него раньше работал, есть у меня отдельная любовь с ним работать, потому что он показывает, какие изменения в какой код он внес и какие запросы он ввел, какие команды он ввел. То есть он обучает, он показывает инфраструктуру. Здесь это больше уже как paperclip, то есть он убирает детали и только говорит результат, не показывая процесс. Поэтому отсюда я черпаю меньше информации, меньше понимания процессов, проект меньше знаю. То есть я здесь контролирую больше как директор, а внутри CLI я контролирую как технический директор, наверное, то есть что-то такое вот. Хорошо, давайте глянем. Из комментария нужно сделать два конкретных изменения, заполнить PR-темплейт, добавить motivation и тест-план. Заголовок PR не в convention comment формат сейчас. Нужно тут ошибка. Core.
Проблема 2 в описании. Кстати, докажи, откуда информация. Я пытался как раз ветку делать по примеру того, как учредители делают эту ветку, поэтому я хочу, чтобы он мне доказал. Вот он мне что-то ляпнул. Вот, пусть объяснит, почему он такое ляпнул и откуда он это взял, потому что я очень не уверен, что это действительно так. Вижу в истории, использую, но давай. Ну вот. Так хочется нецензурно выразиться, но не хочу еще одно видео. Ладно, еще одно видео отмечу не 18. Ну ладно, все-таки буду соблюдать. Обманул. Ну, то есть он нам просто фигню какую-то пишет. Давайте сами вникать, потому что, чтобы не быть как те люди, у которых пиары поотменяли и не смотрят. Давайте вдумчиво. Motivation и тест-план. Давайте откроем вообще первоисточник, то, что я ему написал. И глянем, что там он пишет. Потому что загонять в искусственный интеллект... Ну, тут личная ответственность, поэтому если я ставлю свою подпись, надо отвечать. После оценки по вашим... Мы пришли правильную. Объедините сперва не... Так, это первая глава удаляем, это ни о чем. Культурно и готовы сотрудничать. Требуются качественные базовые реализации, интернализации в CI. Пожалуйста, заполните шаблон PR. Укажите мотивацию и план тестирования. Укажите мотивацию. Что это? Ответь, исходя из... Ну вот же они. Давайте сразу откроем. Так, это мой. Как это у него может быть ссылка на мой? Ну ладно, ссылка на мой, так ссылка на мой. Это уже ссылка не на мой. Еще одна ссылка на что-то тоже не мое. Здесь я вроде бы указывал вот так вот, что есть пиары вот такие вот. Что изменил, верификация, риски, модель, чек-лист. И, если честно, я не до конца понимаю, где брать пример мотивации и motivation. Тут тоже ничего такого нету. Так, когда это сделано?
2 недели назад здесь ну, то есть эти ребята, они даже не смогли пройти проверку, поэтому мы с нашим пиаром, я надеюсь, сильно впереди, то есть все зелененькие, но я не понимаю, что он просит. В шаблоне пиара нет отдельного раздела Motivation и нет раздела тест-план. Давайте глянем, есть ли у них такой человек вообще в чате. Если честно, я не понимаю, что такое тест-план и что такое мотивация, поэтому я, наверное, просто завершу запись на сегодня, потому что я буду общаться там, искать его в чате и задавать какие-то вопросы. Это, ну, такое вот не программистская, чисто менеджерская работа. В общем, вначале я обрадовался, потом я расстроился. Вначале откомментировали нас хорошо и прикольно, потом я увидел, что он удалил свое сообщение, на имейле оно у меня есть. Тут вот еще один комментарий есть об этом. Через бота мы не смогли добавить проверяющего, это закрыто в настройках бота. Попытались мы найти уязвимость, и не получилось. Окей, ну, какой-то шажочек есть, но я обрадовался, что это мне ответили, но я вижу, что этот же человек отреагировал еще ровно 2 часа назад, и не на мои комментарии, поэтому я не до конца понимаю, что дальше делать. Уточнил я насчет этого человека, который писал вот эти вот обнадеживающие комментарии, и, увы и ах, предыдущее видео насчет того, что политика в принятии пиаров более справедлива. Это человек, который не имеет никакого отношения к Paperclip, ни к учредителям, ни к команде разработки. У них есть ядро команды разработки. Поэтому его обнадеживающее сообщение о том, что да, смержат, это можно просто игнорировать. Этого человека, скорее всего, учредители забанили, и в результате этого его комментарии пропали. Или там они были автоматически удалены специально как-то там, я не знаю. Ну, в общем, смысл такой, что да, про него знают, и вот его, наверное, забанили. Возможно, за неавторизованные вот такие вот сообщения в GitHub. Так что по-прежнему у меня есть просмотр доты, но дальнейших действий каких-то не было. Ну, то, что я увидел, там, что кто-то стянул себе проект, тестировал, и я думал, что вот это уже было следующее логическое действие, но это значит просто ни с чем не связанные независимые факторы, скорее всего. Так что не будет русского языка в Paperclip в ближайшее время. Вот, но все. На сегодня, получается, наверное, все по этому направлению. Спасибо, что подписались, спасибо, что поставили лайки. Я знаю, что вы подписываетесь и ставите лайки. Спасибо вам.
Создавайте проекты, обучайтесь на нашем канале и создавайте свою финансовую независимость. Всех благ вам, финансового благополучия.